Всем привет! После окончания летнего марафона цен на моторное топливо на российских АЗС, автомобилисты выдохнули и слегка расслабились, в очередной раз поверив, что подобное больше не произойдет. Похоже, что зря. Уже через пару недель стоимость горючего имеет все предпосылки возобновить рост. Началось все несколько дней назад с сообщения агентства о том, что у профильных чиновников правительства России в последнее время завелись мысли разрешить экспорт бензина за рубеж. В этой связи напомним, что в начале октября этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее мораторий на поставки иностранным покупателям российского бензина и дизтоплива. Столь беспрецедентное решение было принято ради экстренного тушения ценового пожара, разыгравшегося на российском топливном рынке. Тогда же было решено вернуть в полном объеме выплаты по топливному демпферу из бюджета нефтяным компаниям. Изначально демпфер служил своего рода отступными за то, что цены на горючее в Российской Федерации не гонятся за европейскими. Но как показала практика минувшего лета, экспортерам нефтепродуктов глубоко плевать на этот механизм, когда за рубежом маячит хорошая прибыль. И вот теперь в СМИ появились вбросы от анонимных источников не только в правительстве России, но и из верхушек отечественных нефтяных компаний о том, что власти на днях намерены отменить запрет на экспорт бензина. Заметим, что несколькими неделями ранее международным торговцам было позволено вывозить из России дизтопливо, то, что поступает в порты по трубопроводам. Таким образом, мы фактически возвращаемся к рыночным условиям конца лета, начала осени, когда прайсы на АЗС менялись практически ежедневно. Например, в Москве в середине сентября АИ-92 стоил почти 51 рубль, а АИ-95 57 рублей за литр. В начале лета 43 и 46 рублей за литр соответственно. На текущий момент, благодаря заморозке экспорта, цены слегка упали, на пару рублей ниже недавних максимумов. Но это все равно сильно выше отметок, с которых они стартовали в конце мая 2023. То есть нефтяные короли и власти успели как следует попользовать кошельки миллионов отечественных автовладельцев и продолжают это делать по сей день. Казалось бы, правительству сам Бог велел с помощью запрета экспорта топлива дожать сейчас нефтяников, заставив их снизить цены на горючее до более-менее пристойных уровней. Но нет. Вместо этого власти принялись воссоздать ровно те условия, что спровоцировали резкое подорожание моторного топлива ранее. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Заметим, что уже на одних только новостях о скорой отмене запрета экспорта оптовые цены на все виды топлива и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже мгновенно поползли вверх. А уж когда начнутся фактические продажи зарубежным контрагентам, они просто рванут вверх. И примерно через пару недель, когда на российских бензоколонках распродадут закупленные по старым ценам партии горючего, мы увидим отражение роста оптовых цен и в рознице. Несложно предположить, что еще через месяц отечественные пиджаки из профильных ведомств будут демонстративно удивленно вздыхать и картинно разводить руками перед камерами СМИ. Мол, ну как же так? Мы и не догадывались, что цены на АЗС опять попрут вверх из-за наших действий. Ну кто бы мог подумать? А как считаете вы, почему власти решили отменить запрет на экспорт топлива? Пишите в комментариях.